the importance in the mission of the church. Теперь я бы хотел поговорить о важности в миссии Церкви, of making disciples, важность делания учеников. By way not simply of addition, but multiplication, не столько путем прибавления, сколько путем умножения, which is the model in Acts, что в общем является моделью или примером, показанным в Деяниях, and specifically enjoined by the apostle in 2 Timothy 2:2. И то, что апостол прописал во втором послании Тимофею, во 2 главе, 2 стихе. The things which you have heard from me among many witnesses, и что слышал от меня при многих свидетелях, the same commit to faithful men, то передай верным людям, who shall be able to teach others also. которые были бы способны и других научить. It's important to understand that at the heart of the ministry is this multiplication. Нужно понимать, что в сердце вот этого служения является умножение учеников. So that the measure of our ministries is not what happens, not what we do ourselves. И поэтому как бы мерой нашего служения является не то, что мы делаем сами, but what we teach others to do, who then in turn teach others, and so forth. но то, насколько мы сможем других научить, которые смогут других научить и так далее. And that the measure of our ministries is not what happens when we are on the scene in a specific ministry. И мерой нашего служения будет являться не то, насколько ярко все будет, пока мы, что называется, на сцене, и пока наша работа очевидна. But what happens when we leave the scene? Но что произойдет, если мы уйдем со сцены? What have we left behind? Что мы оставили за собой? I guess you could say that's the biblical left behind. More important than the other use of the term left behind. Ну или попробуем сейчас сыграть. То есть то, что мы оставили на земле после себя, в правильном смысле оставленные на земле после себя. What disciples have we made who are able to carry on the ministry without us? Да, то есть каких учеников мы оставили после себя, которые могут позаботиться о себе и о других без нашего вмешательства? As a pastor, I used to say, look, whatever you do in the church, как пастор я говорил обычно так: что бы вы ни делали в церкви, you pick out somebody that you want to train to do it. Хотите, возьмите, научите кого-то, сделайте. Whether you sing in a choir or sweep the floor, если вы поете в хоре, если вы подметаете пол, or as I used to do on the days that you appoint to do yard work and clean up the church. Может быть, работа по прицерковному участку или вообще просто очистка церкви. Boys and fire ants. What? Boys and fire ants. Или я травил этих самых красных муравьев. Which there are many in Florida. В Флориде их просто много. But whatever a person in your church does, whatever he contributes, чтобы он или она не, как бы, во что бы он или она не вкладывались в церковь, try to get across to that person, please, by all means, be training 1, 2, 3 other people to do what you are doing. Пожалуйста, донесите мысль до этого человека, чтобы он, помимо того, что делал в церкви, еще и наставлял или тренировал, готовил после себя 1, 2, 3 человек. That training not only involves the how to do it, и вопрос ведь не только в том, как это делать, but inspiring the person and saying how important what his or her contribution is to the life of the church and the ministry. И это попытка объясниться, насколько важно это для служения церкви целиком. It's sad that many of our mission societies and organizations, and in many churches, это, к сожалению, мы должны признать, что многие наши миссионерские агентства, организации или церкви, this principle is not taught. В них не преподается этот принцип.
You ask a missionary or a minister, what do you have to show for your work? Что ты можешь показать, как свою работу? What have you left behind? Что ты оставил? Well, we had better have something concrete to say. Лучше было бы, чтобы у нас что-то конкретно осталось после нас. There are mission boards, including the one in my own church. Есть миссионерский комитет, включая, например, в моей церкви, who actually believe that the way to measure the effectiveness of the mission board, который серьезно, абсолютно верит в то, что мерой эффективности работы этого комитета is how much money they've raised, является количество собранных денег на миссионерскую работу. And how many missionaries they have sent out. И, соответственно, пропорционально этому будет количество людей, которых они послали на миссионерский труд. When that has nothing to do with their effectiveness. Хотя на самом деле к эффективности это не имеет никакого отношения. It's what these missionaries leave behind that is the measure of their effectiveness. На самом деле мера эффективности является то, что эти миссионеры за собой оставили. Millions upon millions of dollars have been spent, and they have nothing to show for it. Потому что миллионы и миллионы долларов были потрачены, и на самом деле показать-то нечего. That mission board for 5 years. 5 лет я проработал с этим миссионерским комитетом. If somebody asked me that question, если бы кто-нибудь задал вопрос мне, I'm going to a seminary in Germany. Я бы мог пальцем ткнуть в семинарию в Германии. That I helped found. I was the founding dean. Я был одним из основателей. Я был деканом-основателем. That seminary started from nothing. Мы начали с нуля. It was run and financed totally by Americans. Сначала ее финансировали 100% американцев. Now, some 35 years later. 35 лет прошло. 30, yes, about 35 years later. Почти 35. It's still there. Она до сих пор там. It has 200 or 300 students. Там 200. It is the leading 300 студентов. Evangelical theological faculty in Germany. Это лучший, наверное, евангелический факультет в Германии. It is financed entirely by Germans. Только германцы, немцы его финансируют. The indigenous principle. То есть то, что касается внутреннего такого согласования. And there are only 1 or 2 Americans still left teaching there. И там осталось преподавателей, буквально 1-2 американца. Ask yourself that question. What am I leaving behind? Просто задайте себе вопрос, что останется после меня. Now, let me make a very important point. Я бы хотел сказать одну важную мысль. Whatever you do in your ministries, что бы вы ни делали в своем служении, please do not get sidetracked from this, the main ministry of the church. Не отвлекайтесь от главного служения церкви. There are many other activities that are legitimate within the church. Есть очень много важных активностей, деятельностей, которые можно проводить в церкви. If someone has to clean the building, потому что кому-то нужно подметать здание. There are poor people who need to be helped. Есть бедные люди, которым нужно помогать. And on it goes. And these things are там целый список. As long as they are subservient to the main mission of the church. Но до тех пор, пока это является в подчинении или в служении главной миссии. Which is to spread the gospel, make disciples. Что значит нести Евангелие, делать учеников. Who can in turn make other disciples. Которые тоже будут делать учеников. So that the ministry can continue till Jesus comes. Чтобы служение продолжалось вплоть до возвращения Иисуса. Well, what more can I say than that? Что еще сказать? Maybe this would be helpful. Ну, наверное, такая мысль будет полезна. All of us are flattered by the thought that we are indispensable to the church. Всех из нас иногда поражает мысль о том, что мы незаменимы в церкви. But we are not. Но, в общем-то, нет. And so, let's not give into our egos and think that the work of the Lord depends entirely on us. Давайте не будем кормить свое эго и мечтать о том, что работа Господня не может быть сделана без нас. Because if we think that and don't disciple others to do it, потому что если мы будем думать именно таким образом и не будем наставлять других
What will we leave behind? Что мы оставим после себя? I think we can say that both Jesus and the Apostle Paul Я думаю, что мы можем сказать, что и Иисус, и апостол Павел practiced this philosophy of ministry. Практиковали или практически выражали эту философию служения. And the results of what they did are, of course, history. И в результате того, что они делали, мы имеем ту историю, которую имеем. But I need to add one more thing. Но при этом я хотел бы добавить еще одну вещь. Both of them taught that the fruit cannot be born in the Christian ministry. И тот, и другой говорили о том, что плод не может произрасти в христианском служении without suffering. Без страданий. You and I are going to bear fruit that lasts. Если мы хотим принести плод, который будет we're going to suffer like Jesus and like the apostles. то мы будем страдать, как Иисус и как апостолы. We'd like to think that that's not the way it is, but we would delude ourselves if we did so. Очень хорошо было, очень мило было бы верить в то, что это будет не так. Но не вводите себя в заблуждение. Jesus taught, except a grain of wheat fall into the ground and die. Иисус говорил о том, что если зерно, упавшее в землю, не умрет, it abides alone. Оно так и останется само по себе в гордом одиночестве. But if it dies, если оно умрет, it will eventually produce more much and abiding fruit. То в итоге, через некоторое время, оно даст преизобильный плод. Let us pray. Давайте помолимся.